Love and happiness. Love and happiness. Love and happiness. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Куватов, и я рад вам представить 27-й выпуск видеожурнала HireSet. И в этом выпуске вы увидите 3 сюжета. В данном сюжете мы покажем вам креативную технику окрашивания на коротких волосах. Во втором сюжете я покажу вам технику короткой стрижки, основанную на принципе стрижек-площадка. В третьем сюжете я разрушу очередной миф, связанный с пигментами волос. А именно миф о существовании в волосах третьего пигмента трихосидерина. Все сюжеты основаны на исследованиях и разработках международной системы Axiom. Более подробную информацию о системе и обучающих материалах вы можете найти на сайтах нашей компании www.hairclub.ru, а также приобрести видеоматериалы и книги у нас в интернет-магазине www.axiomshop.ru. И не забывайте, теперь вы можете установить приложение HireSet к себе на телефон с системами Apple и Android и иметь всегда под рукой наши выпуски. Для этого вам необходимо зайти в App Store или Google Play и набрать в поиске HireSet. Приложение бесплатно. Волосы предварительно окрашиваем в желаемый холодный или тепло-холодный оттенок. В теменной зоне выбираем крупным зигзагообразным пробором блок. При помощи фольги наносим на весь блок лимонно-желтый микстон, разведенный с 6% окислителем. В нашем случае мы используем 0,31 микстон окислительного красителя Калаш компании Lakme. Соотношение при смешивании с 6% окислителем 1 к 1,5. Окрашивание производите аккуратно, либо от корней, либо создавая зигзагообразный переход к корням от основного цветового пятна по длине пряди.
Время выдержки 45 минут. Для определения времени выдержки необходимо учитывать процент окислителя. По окончании времени выдержки хорошо смываем краситель с волос теплой проточной водой. После чего выполняем процедуру стабилизации цвета специализированным шампунем и маской Post Color. Love and happiness. Высушиваем волосы против направления роста волос. Для сушки лучше всего использовать 7- или 9-рядную щетку для укладки. Начиная с центральной линии затылка выполняем создание основной формы стрижки при помощи расчески для тушевки и машинки. Расческу ведите четко по будущему силуэту стрижки. Стрижка выполняется во всех плоскостях головы.
Во фронтальной части головы ставим расческу параллельно полу. Голова клиента должна в этот момент находиться прямо. Вертикальными и горизонтальными движениями в теменной плоскости выполняем оформление основы будущей стрижки по задуманному силуэту формы. Длину во фронтальной части вы можете регулировать самостоятельно, исходя из своих предпочтений и индивидуальных особенностей волос клиента. В нашем случае мы будем делать короткую длину в теменной зоне, при этом слегка закругляя получающиеся углы стрижки в линии массы. Это необходимо, чтобы создать клиенту максимально комфорта при носке. Особенно хорошо закруглять углы, когда у вас не торчащий волос, а также при наличии четко выраженных вихров вдоль линии массы.
голову клиента, после чего высушиваем волосы при помощи фена и щетки с натуральной щетиной. Волосы сушим против роста волос. Выполняем шлифовку формы. Для шлифовки формы лучше всего использовать ножницы. При этом технику работы можно выбрать как с расческой, так и без нее. Очень часто клиенты просят сделать очень короткие боковые зоны и затылок со сведением на нет. Для этого проще всего использовать машинку для стрижки. На машинке выставляем нож с положением 2 мм и аккуратно прорабатываем зоны от краевой к задуманной точке перехода. Чаще всего выбирается точка на вершине затылочных бугров, а также на височных выступах черепа. Если у клиента череп имеет идеальное строение, то выбор строится по линии подковообразного пробора лекала номер 1. При помощи ножниц отшлифовываем переход. Мужская стрижка должна иметь четкую окантовку. Для этого лучше всего использовать опасную бритву. Выполняем окантовку бритвы по всей линии роста волос, задавая желаемый рисунок.
По окончании стрижки обязательно еще раз вымойте голову клиента. Love and happiness. В этом выпуске мы снова затронем спорную тему трихосидерина. Однажды я упоминал о его мифичности, и сегодня развенчаю данный миф-загадку. На данный момент от поклонников теории трихосидерина мы слышим только скудные упоминания о нем. Чаще всего на семинарах вы можете услышать две теории. В первой, трихосидерин – это третий вид пигмента, который присутствует только в рыжих волосах и содержит металлы, поэтому плохо осветляется. Вторая теория заключается в том, что трихосидерин – это диффузный пигмент, располагающийся в межклеточном веществе с очень низкой молекулярной массой, поэтому его невозможно увидеть через микроскоп. Недостаток информации и то, что до сих пор данный аспект не изучен, является единственным объяснением некомпетентности преподавателей. Мне пришлось достаточно сильно постараться, чтобы найти достоверные источники научного характера. Во-первых, в научной среде данный термин имеет название трихохром, а не трихосидерин. Обращаясь к современным научным исследованиям, все становится предельно ясно и не возникает никакой путаницы. Мне придется признать, что в человеческом организме действительно выделяется три вида пигментов. Но спешу разочаровать фанатов трихосидерина, или, как верно его называть, трихохрома. Третьим пигментом являются нейромеланины. Нейромеланины – это модифицированная форма пигмента меланина, возникающая в результате метаболизма кетохоламинов в некоторых структурах стволового головного мозга и придающая темную окраску, например, черной субстанции мозга. Необходимо отметить, что цвет волос сильно меняется в зависимости от количества и плотности меланина. При этом у рыжих волос и коричневых количество пигментов повышено. Соответственно, для его уничтожения понадобится больше времени, чем на осветление обычных славянских волос с небольшим содержанием эомеланина и феомеланина. Итак, с учетом всех существующих современных исследований, последние датированы 2013 годом, в фолликуле волоса выделяют только два пигмента – это эомеланин и феомеланин. Эомеланины – это черные и коричневые азотистые пигменты, которые возникают при окислительной полимеризации 5,6-дигидроксииндолов, полученных из тирозина через дофахинон. Эомеланины полностью поглощают световые лучи, давая черную пигментацию. Мутагенной формой эомеланина являются коричневые и коричневые пигменты. Например, в красителях очень часто используют сепиомеланин, темно-коричневый пигмент защитных чернил каракатицы, который также является подвидом эомеланина. Эомеланины практически нерастворимы в воде и в органических растворителях. Они чрезвычайно инертны и стабильны и подвергаются изменениям лишь в результате наиболее жестких химических воздействий. Вместе с тем эомеланины могут обесцвечиваться при длительном выдерживании на воздухе на ярком солнечном свету или особенно эффективно при продолжительном окислении перекисью водорода. Феомеланины – это красно-желтые пигменты, которые наряду азотных компонентов содержат серу и возникают в результате окислительной полимеризации цистина через 1,4-бензотиазин. Феомеланины отражают свет в красно-желтом и оранжевом диапазоне. Мутагенные типы феомеланина называются трихохромами. То есть трихохром – это мутированная форма феомеланина и бывает 4 типов – С, Ф, Б и Е. Впервые трихохром был экстрагирован в 1878 году из рыжих человеческих волос кипячением соляной и серными кислотами. Профессором Нейгелем Барникотом была предпринята неудавшаяся попытка сопоставить содержимое трихохромов с цветом волос. Но в результате исследований образцы темных волос
также содержали трихохром, а часть рыжих волос вообще не имела трихохрома в составе волос. Бытует мнение, что трихохромы имеют повышенное содержание железа, и что именно эта особенность мешает осветлению рыжих волос. Но так как трихохромы могут содержаться в любых волосах или отсутствовать вовсе, я не стал бы связывать силу осветления с данным аспектом. Итак, подведем итог. Первое. Трихохромы всех 4 типов являются мутагенным подвидом феомеланина и не могут выноситься в отдельную графу просто как третий вид меланина. Второе. В рыжих волосах, в отличие от светлых и темных цветов, преобладают феомеланины. При этом они как могут содержать мутагенный феомеланин трихохромы, так и не содержать их вовсе. Третье. Трихохромы могут содержаться в любом цвете волос, либо полностью отсутствовать. Четвертое. Вопрос осветления зависит от плотности и суммарного количества обоих типов пигментов на единицу площади. Для получения более подробной информации о сетах, подписывайтесь на наш канал в YouTube, а также вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Подключайте себе на телефоны с системами Android и Apple приложение HairSet и смотрите нас в любое время. Также в приложении HairSet вы можете постоянно отслеживать, где и когда проходят наши семинары по системе Axiom. Если вы хотите больше узнать о системе Axiom и подробнее изучить ее, рекомендую нашу продукцию, представленную на сайте нашего магазина www.axiomshop.ru. И не забывайте, искусство не может существовать без науки, как и наука без искусства. На этом мы заканчиваем наш сет. До встречи в следующем выпуске. Love and